Приветствую! Сегодня мы поговорим о новом Mac Mini 2024 года на чипе M4. Рассмотрим его основные преимущества и возможные недостатки. Apple впервые за 14 лет обновила дизайн Mac Mini. Теперь устройство имеет более компактный размер, что значительно меньше предыдущих моделей, что позволяет легко разместить его на рабочем столе и даже взять с собой в поездку. Однако стоит отметить, что кнопка питания теперь расположена на нижней части корпуса, что может быть не совсем удобно для некоторых пользователей. Mac Mini оснащен новым чипом M4 с 10-ядерным CPU и GPU, что обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями. Базовая версия теперь поставляется с 16 гигабайтами оперативной памяти, что вдвое больше, чем у предшественников. Это особенно заметно при работе с ресурсоемкими приложениями и многозадачности. Новая модель получила дополнительные порты на передние панели, 2 USB-C и разъем для наушников, что упрощает подключение к периферических устройств. На задней панели расположены 3 порта Thunderbolt 4, HDMI и Ethernet. Однако отсутствие USB-A портов может потребовать использования переходников или хабов для подключения некоторых устройств. Благодаря обновленной системе охлаждения Mac Mini работает тише даже при высокой нагрузке. Это делает его отличным выбором для тех, кто ценит бесшумную работу компьютера. Компактный дизайн, новые размеры позволяют его разместить в любом... Начнем. И это были официальные данные о этом компьютере, но у меня всегда на канале честный обзор, поэтому я расскажу о нем все, что я испытал за эти 3-4 недели, которые я пользовался этим Mac Mini на M4. Я не буду говорить про Pro версию, у меня обычная версия. Во-первых, мне не нравится дизайн самого M4. Совершенно Mac Mini. Я не привык, правда, к этим иконкам, к этим странным расположениям. К примеру, если на Windows справа надо закрывать окно, то здесь надо слева. Но это совершенно мелочь. Я занимался видеомонтажом на программе CapCut. Программа CapCut, я считаю, одной из самых лучших программ для новичков, да и для продвинутых пользователей, наверное, тоже. Очень удобная программа, но она не настолько тяжелая, к примеру, как Adobe Premiere Pro или программа DaVinci, в которой черт ногу сломит. Начал я видео делать в этой обычной программе, ничем, как говорится, не отяжеленной, и он меня, о чудо, затормозил, как говорится. С чем это связано, я потом разобрался. Оказывается, я подключил внешний жесткий диск, скинул туда все видеофайлы, но жесткий диск у меня SSD от Samsung, считается один из самых лучших жестких дисков. На нем, на самом я, конечно, видео не делал, находились только файлы. То есть все видео обрабатывалось в памяти компьютера, но все равно он тормозил как перепуганный. Это первое. Второе. Если, к примеру, вы захотите поиграть на этом компьютере, то, скорее всего, можете забыть. Давайте попробуем зайти на сайт Ubisoft. Что он нам может предложить для Mac Mini? Я тоже думал раньше, что можно скачать любые игры, которые предоставлены, к примеру, Ubisoft, но не так-то было. В основном игры, которые идут на Ubisoft, подходят только для Windows. О чем нам этом и говорят. Платформы PC, App Store, Xbox, PlayStation 5. Ни слова про Mac. Этот компьютер не для игр. Ну, а как это не для игр, я не могу понять, если вы покупаете его, к примеру, для блогерства, а блогеры не только обсуждают какие-то технические новинки, но и хотят, к примеру, показать, как они играют в интернете, как они играют в свои игры. И это невозможно сделать, потому что у вас Mac. Давайте поищем любую другую игру, к примеру, которая подходит для Mac. Assassin's Creed Odyssey. Xbox, PlayStation плойка и компьютер. Все. Какие у нас еще интересные игры? Бестселлеры. Far Cry. Захотели вы поиграть в Far Cry? Опять PlayStation, Xbox и компьютер. Мне очень, к примеру, нравится серия игр Anno. Ну, попробуем ее найти. Вот Anno. Anno 1800, 1800 год. Стандарт Edition. Только компьютер. Мы можем тыкнуть в любую игру. Вот они, бестселлеры идут. Valhalla. Сразу значок. Значок. Ну вот видите, да? Значок. Только компьютер. Мака здесь почти нигде нет. Ну вот еще тут. Это просто какой-то
Кошмар. Короче, поиграть во что-то у вас, ну, просто не будет возможности никакой. Я видел, сейчас искать не буду, видел пару-тройку игр, там цивилизация, по-моему, идет, стратегия цивилизация, но все остальное тут ничего нет. Наверное, вы думаете, что можно на Xbox поиграть, как-то там. Не так, как говорится, не тут-то было. Набираем Xbox. Официальная страница Xbox. И что мы видим? Все игры для PC, игры в облаке, ничего здесь нет для Mac совершенно. Как это плохо. Это очень плохо. Это первый и огромный минус для MacBook. Пойдем дальше. Клавиатура, которая нужна для Mac Mini, покупается отдельно, но это и так понятно. Чтобы купить клавиатуру для MacBook, ни в коем случае не советую покупать клавиатуру какую-нибудь китайскую. Это лишняя трата денег, потому что кнопки не совпадают в основном. Мало того, эти клавиатуры настолько дешевые, что они скрипят. Когда вы вводите текст, иногда пропадают буквы, не всегда все ровно и четко. Даже клавиатуры от более-менее неплохих фирм, как, к примеру, Logitech, все как-то коряво, и при подключении этих клавиатур не совпадает подключение к Mac Mini, и там совершенно другие кнопки в этих клавиатурах. Надо покупать оригинальную клавиатуру. А сколько стоит оригинальная клавиатура? Сейчас мы зайдем и посмотрим. Пожалуйста, самая дешевая клавиатура, которую на данный момент я нашел, это 104 евро. Есть вот такие клавиатуры, но это от сторонних каких-то производителей, которые тоже я не советую брать. Если скажете, вот за 43 евро клавиатура. Но это от фирмы какой-то Cherry. И я не советую брать. 100% тут что-то не так в этой клавиатуре. От Logitech, который вроде как подходит. Ну, я как уже сказал, что я брал эту клавиатуру, и она совершенно не подходит. Там разные кнопки. Вам надо брать именно оригинальную клавиатуру. Поэтому это очень-очень дорого. Вот они, 200 евро, 109 евро. Все в таких вот ценах. Следующее, что мне не понравилось, это, конечно, установщик. Вот, к примеру, мне надо установить какую-нибудь программу. А какую я хочу программу? У меня, так как камера DJI, мне надо установить программу DJI, чтобы переносить видео с камеры на компьютер. Набираем DJI. Набираем DJI. Вот возьмем, к примеру, DJI Mimo. DJI Mimo мне нужен для того, чтобы подключить мою камеру DJI к MacBook, чтобы переносить мои даты на MacBook. Что мы видим? Что эти программы доступны только в App Store для iPhone, iPad и Apple Watch. Все. То есть для iMac они недоступны совершенно. Вот эти вот программы DJI Mimo, к примеру, или да вообще много программ, которые недоступны для iMac. Это странно, потому что компьютер для того, чтобы мы занимались творчеством, в основном для блогеров и так далее. Вот таких вот обычных вещей здесь нет совершенно до сих пор. И это печально. Что мне еще, как говорится, не радует, даже, можно сказать, бесит. К примеру, вы захотели поставить какую-нибудь программку. Ну вот, найдем, например, Flickr 24. Да, скачаем его. Сразу вылазит ваш email, и что надо зарегистрироваться. Это причем каждый раз. Зачем мне это надо? Это мой компьютер, я сижу за ним. Он защищен в моей квартире, в моем доме и так далее. И причем это отключить невозможно. И надо вводить каждый раз пароль. Давайте теперь попробуем его открыть. Для чего это? Зачем это? Видите, он сразу стал что-то грузиться, что-то непонятное. Разрешить. Да и понятно же, я же его скачал для себя. Для чего мне это? Да, разрешить. Так, это мне не надо. Вот так идет загрузка. Это у нас время где-то уже... Вот, только сейчас оно открылось. Да, как говорится, бог с ним. Но каждый раз при установке каких-то программ требует записать пароль, требует что-то где-то галочку поставить, особенно вот здесь вот какие-то
вылезает, что вот вы действительно хотите это поставить, вы действительно что-то, это немножко бесит. По итогу, что могу сказать? Люди, которые привыкли к технике Apple, то им это, как говорится, и флаг в руки. Совмещение с другими какими-то отдельно телефонами, такими как, ну я понимаю, что Samsung это с Apple это конкуренты, но в любом случае какое-то совмещение же должно быть для обычных людей. Никакого совмещения, то есть я даже не могу с телефона перекинуть какие-то файлы на MacBook, даже по Bluetooth. Что я могу сказать еще про почту? К примеру, здесь встроена почта отдельная, своя. Ну, вот я вот установил тут Mail и Gmail. Да, вот у них есть своя почта. Совершенно бесполезная штука. Сколько бы я ни пытался отправить какие-нибудь сообщения, ничего у меня с этого не выходит. Я позвал своего знакомого, который разбирается в макбуках, он там фанат Apple и так далее. Он мне сразу сказал, это бесполезно что-то отправлять через эту почту, сделай себе Gmail. Вот оно и все. Для чего эта почта, непонятно. В итоге хочу тоже добавить, что техника Apple это чисто для людей, скорее всего, которые любят эту фирму Apple. Любят телефоны, любят часы Apple и так далее и тому подобное. Эту систему. Другие люди, которым надо больше свободы, больше играть, к примеру, на компьютере, тут же общаться с Google, тут же сделать искусственный интеллект им нужен. Я уже привык, к примеру, к искусственному интеллекту. Постоянно вопросы задаю, и ответы неплохие, как говорится. Здесь этого нет. Совершенно. Возьмем, к примеру, Apple Intelligence. Ну, давайте зайдем на него. Что сразу тут стоит? Искусственный интеллект, бля-бля-бля. И самое главное, функции Apple Intelligence недоступны, когда русский язык выбран как язык Mac. Браво, Apple! Если, к примеру, у меня есть Samsung, то он доступен на почти 200 языках или на сколько там языках, дофига. Здесь нету русского. Совершенно вот оно все вот стоит. То есть мне надо переходить или на немецкий, или на английский. А для чего мне такие костыли? Поэтому я продаю этот Apple дальше людям, которые это нравится. А себе, скорее всего, возьму ноутбук Samsung, и следующий мой обзор будет на него. Спасибо за то, что досмотрели меня до конца. Вам могу пожелать всего самого доброго, замечательного и до следующих встреч.